Героиня этой истории — обычная женщина из американской глубинки по имени Памела. Всю жизнь она стремилась к приключениям, и теперь, пробираясь вглубь африканских джунглей, не могла и представить, что ее ожидания могут быть столь пугающими и опасными. Памела всегда любила читать книги о путешествиях и в детстве мечтала о том, чтобы увидеть мир. Каждый вечер, обводя пальцем карту, она представляла себе экзотические места, насыщенные яркими красками и необычными звуками. Путешествие в африканские джунгли должно было стать эталоном ее мечты, настоящим приключением, которое запомнится на всю жизнь. На протяжении всего пути ее сопутствовало множество предупреждений о возможных рисках и опасностях этих мест. Но жажда узнать что-то новое была сильнее любого страха. Памела полностью полагалась на свои навыки выживания и дружелюбия, надеясь, что она сможет справиться с любыми неожиданностями на своем пути. Прогуливаясь по пышным зарослям эзотерического национального парка Вирунга, она однажды остановилась, чтобы полюбоваться красотой окружающей природы. Это был поистине божественный момент. Зеленые лианы свисали с деревьев, а их листья шептали на ветру, как будто приглашая Памелу заглянуть в секреты дикой природы. Однако в тот день ее ожидания разительно изменились. Внезапно, на каком-то отрезке пути, она замерла, заметив гориллу. Это могучее и величественное существо явилось ей как человек из сказки, о котором она когда-то читала. Но в противовес ее восторженным ожиданиям, животное выглядело разъяренным, как будто ее присутствие было крайне нежелательным. В сердце Памелы зашевелился иррациональный страх, и настал момент, когда она осознала всю серьезность ситуации. Горилла направилась прямо к ней, словно обнажая свои грозные намерения. Женщина даже успела вспомнить тревожные рассказы, слышанные от других, о том, как гориллы разрывают человека на куски, если тот вторгается на их обжитую территорию. Этот момент стал для нее критическим. Она почувствовала, как ее чувства переполняют волнение и страх. Их нельзя было игнорировать. Ситуацию осложняло то, что у Памеллы сильно болела лодыжка, поскольку за несколько секунд до встречи с гориллой она поскользнулась и упала на мокрые камни. Ее ноги не поддавались. В такой фатальный момент у нее не было выбора. Она не могла уйти с этого места и вряд ли могла рассчитывать на мнение судьбы. Ей не оставалось ничего другого, кроме как сесть на землю и беспомощно смотреть на свирепое животное, совершенно не понимавшее, как оно влияет на ее судьбу. Памела вспомнила, как кто-то когда-то говорил ей, что при столкновении с диким животным нужно попытаться показаться ему угрожающим, больше и сильнее, чем ты есть на самом деле. «Вряд ли я так выгляжу», — пришло ей в голову, и воспоминания об этом вылились в истерический хохот. На секундочку горилла остановилась. Ее внимание приковано к женщине. Это мог быть ее последний шанс. Памела никогда не была по натуре агрессивной, и тут она не могла себе представить, что станет ее непростой задачей. Нельзя было терять ни секунды, и женщина начала махать руками и кричать, словно заводя хоровод в радуге, надеясь, что это отпугнет животное и, возможно, привлечет внимание других туристов, которые, возможно, были недалеко. Однако ее крики неслись в пустоту, заглушаемые свирепыми порывами ветра, мощным шумом дождя и шумом деревьев. Погода ухудшалась с каждой минутой. Вряд ли кто-то мог что-то услышать в этом громе. Страх и постоянное ощущение безысходности заполняли Памелу, но в ее сердце еще горел маленький огонек надежды, так как горилла, казалось, находилась в состоянии замешательства и не двигалась с места. Возможно, истерический смех человека произвел на нее какое-то сильное впечатление, и в этом заключалась надежда на спасение. Однако надменное животное, похоже, решило, что она недостаточно забавна, и, сделав шаг, снова начало приближаться к женщине. Теперь ее сердце колотилось так быстро, что казалось, будто оно попыталось вырваться из груди. При этом горилла издавала громкий рев, демонстрируя свое превосходство мощной мускулатуры и устрашающей силы.
Совсем близко Памела могла хорошо разглядеть ее острые клыки. И сейчас у нашей героини точно не осталось ни одного шанса на спасение. Горилла прямо схватила женщину и подняла ее над землей, как она могла бы поступить с игрушкой. Памела закричала так сильно, как только могла, умоляя о пощаде, и ее глаза наполнились слезами. Она не могла понять, почему обстоятельства зашли так далеко. Животное определенно не обратило на это внимания, и казалось, что оно ест женщину своим громким дыханием. Унося ее прочь, горилла, наверное, была полна другой идеи. Судя по всему, ей было важно удостовериться, что Памела не упадет, и тысячи мыслей о возможной кончине мигом начали вращаться в голове. В панике, схватившись за шерсть гориллы, она держалась изо всех сил, стараясь не упасть и не усугубить свое состояние. Не зная, что сделает это мощное и непредсказуемое создание, если Памела выскользнет из ее рук, ее страх обострился. Неизвестно, какие действия были бы следствием падения на землю в присутствии этой дикой гориллы. Оно могло разозлиться, продолжить свой путь, не жалея ее, и тогда беды, похоже, было бы не избежать. Горилла приближалась к входу в какую-то пещеру. Сквозь мрак зверь внес ее внутрь и бросил на землю, как будто не могла оставить ее в своей власти. Памела была так напугана и растеряна, что в панике начала забиваться в угол, надеясь, что это животное забудет о ее присутствии. Однако вскоре к ней пришло осознание, что за все это время горилла совершенно не навредила ей. Может, животное и не собиралось этого делать. Она замерла, не веря своим глазам, когда горилла снова остановилась и просто сидела, оставаясь в нескольких футах от ее беспомощного тела. Все выглядело так, будто это мощное животное принесло ее в укромное место, чтобы защитить от дождя и сильного ветра. Страх Памеллы начал постепенно угасать. Она с недоумением смотрела на гориллу, которая наблюдала за дождем с выражением спокойствия на своем лице. Теперь, начиная ощущать новыми чувствами, она испытывала чувство благодарности за странный поворот событий. Может, страхи и предвзятые замечания о животных были просто преувеличением? Она аккуратно вытащила из кармана спутниковый телефон, стоя на коленях, и, обтерев его о свою одежду, смогла снова вызвать спасателей, чувствуя, как ее волнение постепенно утихает. Всегда считая себя независимой и смелой, она понимала, что теперь нужно только ждать помощи. С каждым мгновением Памела чувствовала, что теряет страх перед гориллой, которая все еще сидела у выхода из пещеры, как верный страж. Она наблюдала за природой, как будто горилла искала смысл в этом дожде, в шарах предстоящей стихии. Время от времени животное поворачивалось к женщине, проверяя, все ли в порядке. И эта забота была удивительна. И так прошло несколько долгих часов, и она понимала, что горизонт все еще полон грозовых туч. Каждый миг ей казался вечностью, но, несмотря на это, среди этих страхов ее сердце наполнилось новой надеждой. Каждая секунда бездействия давала ей чувство, что это необычное существо, встречу с которым она так боялась, возможно, понимает все происходящее. Оно, вероятно, чувствовало ее уязвимость и боль. Осознание того, что Памела осталась одинока без способа определения времени и направления, укрепило их неожиданную связь. Она попыталась угадать, сколько времени прошло с тех пор, как они встретились так необычно. Когда прибыла команда спасателей, горилла неторопливо вышла из пещеры, ее форма уходила в густую растительность, смешиваясь с окружающей природой. Она начала удаляться, все больше сливаясь с деревьями и листьями. По прозрачно устланному полу пещеры материализовалась ее невероятная храбрость. По лицу Памелы потекли слезы, но они были не от страха, а от духовности момента, от глубокой чувствительности, возникшей в результате совершенно незапланированной связи с гориллой. В момент, когда Памела расплакалась, она почувствовала себя свободной и невидимой, и все сомнения улетучились в туман. Горилла, уходя, ни разу не оглянулась назад, и в этом скрывался некий знак.
Казалось, она была очень довольна тем, что смогла помочь человеку, попавшему в беду. И со своей стороны Памела осталась благодарна за возможность пережить такой опыт, узнать нечто большее о мире, о природе и о том, что такое настоящая жизнь. Да, иногда так случается. Тот, кто вызывает у человека страх, в итоге может оказаться не угрозой, а самым настоящим заботливым спасителем. Эта встреча оставила в сердце Памелы незаживаемый след. Она уверенно вышла на тропу, и обстоятельства, которые когда-либо казались страшными и угрюмым, стали для нее пищей для размышлений о тонкой грани между страхом и пониманием, между обыденностью и чудом. Памела вернулась домой не просто с воспоминаниями, но с новыми уроками о жизни и единстве, о том, как чудо может таиться в самых темных местах. До скорого!